и решил, что здесь, в принципе, по моей стратегии можно перезайти. Я случайно поставил не тот объем, который хотел. Возможно, стоит прекратить данную торговую сессию. Люди будут открывать лонговые сделки, и против них я открыл шорт. Буду начинать новую торговую сессию. Вчера остановился на балансе 80, сегодня с него же и начинаем. Риск на сделку у меня по-прежнему 3%, риск на всю торговую сессию 10%. Буду искать какие-то интересные ситуации, увидел, что здесь несколько новых монет сегодня залистилось. Наверное, на них и посмотрю какие-то интересные ситуации. Открыл первую сделку по монетке DAM. Она недавно только вышла. Вот на часовике видно только 3 свечи. И сейчас я здесь заметил, что мы начали стоять в боковике, и приблизительно она движется от зоны сопротивления к зоне поддержки и ходит в этом диапазоне. На одном из таких поджатий, к зоне сопротивления мы начали замедляться и понемножку отходить от уровня там вот в 11400 и начали, отскок от него. На этой реакции мне показалось, что множество трейдеров будут заходить в шорт, попытаются поставить короткий стоп-лосс и захотят взять хорошее соотношение на шортовой сделке. В этот момент я открыл лонговую сделку, просто хочу взять небольшой импульс вверх на обновление вот этих максимумов. Подходит у нас к тейк-профиту, и у нас должно было забрать. Я случайно поставил не тот объем, который хотел. Сейчас быстренько постараюсь это исправить. Я не увидел и поставил другой объем на закрытие сделки. Первая сделка в любом случае закрылась у нас по тейк-профиту. Решил еще раз открыться в этой ситуации в лонг. Мне показалось, что всех тех, кто заходил в этом накоплении и сейчас выбили, дают возможность им перезаходить. Цена остановилась на максимумах, стоит, никуда не двигается. Возможно, это ошибка, потому что я зашел так с коротким очень стопом и думал, что сейчас может быть какое-то импульсное движение. Если оно произойдет, то постараюсь взять буквально там процент движения вверх. Если же нет, то сейчас можем закрыться по стоп-лоссу. Посмотрим. Подходит у меня к стоп-лоссу, скорее всего здесь закроет. Наверное, тут уже заходить не нужно было. Немножко думаю, что потерялся в момент, когда неправильно выставлял объем для закрытия заявки. Точнее, верно выставил, но не выбрал нужный объем. И вторая сделка у меня закрылась в убыток. Посмотрел я еще раз на эту ситуацию и решил, что здесь, в принципе, по моей стратегии можно перезайти и еще раз попытаться взять движение вверх. Потому что мы видим, вот, кстати, на 5 минутке это более наглядно. После сильного, падения вниз мы остановились, и никакого сильного отката в этот момент не происходит. Мы постоянно есть какие-то попытки отрасти, и они сразу продаются. Есть небольшие откаты вверх, и они снова продаются. На этом фоне мне показалось, что трейдеры будут заходить на продолжение движения вниз и пытаться также ставить какие-то короткие стоп-лоссы и брать движение в шорт. На этом фоне я открыл лонговую позицию, хочу взять снова обновление максимума и попытаться заработать на стоп-лоссах шортистов. Так, и похоже, нас снова закрыло по стоп-лоссу. Нужно быть осторожнее. Еще раз открыл сделку по вот этой вот монете. Если она закроется по стоп-лоссу, то скорее всего это последняя сделка на сегодня. Так. И, кстати, у меня подходит уже к стопу. Да. Похоже, ошибку я допустил. Я видел, что здесь мы сильно упали и начали стоять на месте. Появилась возможность у трейдеров открывать
скажем так, сделки в лонг с минимальным там каким-то соотношением, быстро ставить короткий стоп-лосс и брать потенциально большие движения. Мне показалось, что на этом фоне люди будут открывать лонговые сделки, и против них я открыл шорт. Но, скорее всего, это была ошибка. Эта сделка закрылась у нас по тейк-профиту, и в принципе сейчас мы в нуле. Кстати, вот сейчас сижу, думаю, возможно стоит прекратить данную торговую сессию, но хочется, чтобы был хоть какой-то результат. Когда мы сейчас в нуле сидим, это вроде, не знаю, и поторговал, и нет. Даже, знаете, ладно, если бывает минус, это как будто бы неудачная торговая сессия. Если плюс прибыльная, а в ноль сидишь и такой, ну, типа, нету никакого результата. Поэтому, думаю, по-хорошему нужно было бы остановиться и сделать какой-то перерыв. Но я, наверное, сейчас отойду, немножко пойду покушаю. И чуть позже все-таки данную торговую сессию продолжу. Посмотрю эту монетку, если какие-то по стратегии ситуации нарисует, то сделаю еще несколько сделок. Если нет, то, наверное, прекращу на этом данную торговую сессию. Зашел в еще одну сделку по этой же монетке. Увидел тут одну ситуацию, которая начала, как мне показалось, повторяться. Мы вот здесь видели импульс, после этого цена немножко постояла и сделала новый импульс. После этого начала замедляться, и мне показалось, что трейдеры могут заходить на продолжение движения, пытаться ловить, скажем так, дальнейший рост, потому что мы тут начали выходить еще из нисходящего, скажем так, движения, начали пробивать максимумы, и на этом фоне я подумал, что будут открываться лонговые позиции у трейдеров. Я открыл шорт, потому что я больше здесь вижу нисходящее движение, и, как мне кажется, мы, скорее всего, пойдем вниз. Но очень сильно, скажем так, наглеть я не буду. Хочу взять какой-то 1-2% движения и закрыть на этом эту сделку. Было импульсное движение вниз, и нас закрыло по тейк-профиту. Отличная прибыльная сделка. И на этом фоне я буду, наверное, заканчивать данную торговую сессию. Она у меня получилась и так намного длиннее, чем я планировал. Внутри я делал несколько перерывов. Начал замечать за собой, что я заходил в сделку, скажем так, с эмоциями. Поэтому буду прекращать сейчас торговую сессию. Заканчиваю я с балансом 86. Получилось поторговать довольно-таки неплохо в процентном соотношении. Особенно последняя сделка дала весь профит. Так что на этом все.